Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о воронах. Именно о воронах, а не о воронах. Кто-то скажет, что тут думать, ворон – это муж вороны. Многие люди считают, что ворон и ворона – это просто самец и самочка одного вида. Но на самом деле это не так. Это два разных вида, просто очень похожих друг на друга. И это только на первый взгляд. Видео про ворону у нас есть. А сегодня мы бросим более пристальный взгляд на величественного черного ворона. Поехали! Врановые. Это семейство птиц из отряда воробьинообразных, известное своим умом, социальной организацией и разнообразным поведением. Оно включает около 130 видов, таких как вороны, вороны, сороки, галки, грачи, кедровки и сойки. Но у воронов есть свой род, в котором 47 видов. На некоторых мы посмотрим. Это обыкновенный ворон, белощекий ворон, пегий ворон, американский ворон, австралийский ворон, блестящий, антильский ворон и тут же черная ворона, серая ворона, большеклювая ворона, грач и многие другие вороны и вороны. Получается, в этом роду только вороны и вороны и грач, и все они похожи. Одни похожи на ворон, другие на воронов. Почему одних назвали воронами, а других воронами? Грача сразу оставляем на отдельный выпуск, и без него полная неразбериха. Далее только предположения. Скорее всего, дело в лексике. В латинском языке они все корвусы с конкретной припиской в зависимости от вида. В английском языке слово raven – ворон и crow – ворона также не всегда разграничиваются в разговорной речи, хотя в биологии они обозначают разные виды. То же самое и в русском. Только слово мужского и женского рода с минимальной разницей. Возможно, между воронами и воронами нет четкого различия, так как эти наименования присваиваются различным видам главным образом на основе их размера. Вороны, как правило, крупнее ворон. И скорее всего различия закрепились благодаря особенностям русского языка, где пол и достоинство птиц часто определяли лексическое развитие слов. Но самое интересное то, что название ворон, каким видом врановых оно не относилось, на протяжении всего времени ассоциируется только с одним видом – Corvus corax или обыкновенный ворон. Именно он главенствует в фольклоре, в художественной научной литературе и в сознании людей. О нем, дорогие друзья, мы и поговорим. Обыкновенный черный ворон имеет необычное географическое и экологическое распространение. Это одна из самых широко распространенных птиц во всем мире. Он обитает в самых разнообразных местах, что подчеркивает его выдающуюся способность к адаптации. Обыкновенный ворон встречается на всех континентах северного полушария. Его не пугает ни жара, ни холод. От Атлантического побережья Европы до Тихого океана. Обитает от Арктической Канады и Аляски до южных штатов США и Мексики. Живет в горных и пустынных районах, таких как Сахара и Атласские горы. Хорошо приспособился и к холодным и суровым условиям Гренландии и Исландии. Широко распространен в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот регион является одним из основных ареалов этой птицы, благодаря обширным просторам и разнообразным природным условиям. И даже встречается за полярным кругом. Эволюция черных воронов как одного из самых умных и приспособленных видов птиц охватывает миллионы лет и связана с их удивительными когнитивными способностями и экологической пластичностью. Род врановых, включающих в себя ворон, воронов, грачей и других врановых, вероятно появился около 15 миллионов лет назад в Азии. Древние врановые произошли от общих предков с певчими воробьинами и с тех пор начали распространяться по миру, адаптируясь к разным средам обитания. Они стали крупными, умными птицами с универсальной диетой, что позволило им выживать в самых разных условиях, от пустынь до горных регионов и арктических тундр. Орнитологи выделяют от 8 до 11 подвидов. Различия между ними незначительные и часто объясняются географической составляющей. На данный момент это крупнейший представитель врановых. Длина тела достигает 70 см, размах
размах крыльев до 130 сантиметров, масса до 2 килограммов. Это крупная черная птица, самая большая из воробьиных птиц. У ворона очень массивный высокий и острый клюв и удлиненные перышки на горле, так называемая борода. Летящую высоко птицу можно определить по более длинным и узким крыльям в сравнении с другими врановыми, а также по клиновидной форме хвоста. Парящий ворон делает более редкие взмахи крыльями, чем его ближайшие родственники. Может пикировать, падая с небесной глубины, или быстро проноситься, плавно и скользяще взмахивая крыльями. Ворон – идеальный владыка воздуха. Более того, его считают мозгом птичьего мира, а потому его низкий, звучный, далеко разносящийся голос тотчас приковывает внимание. Несмотря на то, что мы почти, а то и вовсе ничего не знаем о смысле его криков, хотя по их разнообразию он, возможно, занимает первое место в мире, естественно, не считая человека. Очень внушительная птица. Оперение пернатого красавца черное с металлическим отливом, синеватым или фиолетовым сверху и зеленоватым снизу. У молодых оперение матово-черное, без блеска. Кстати, не только оперение, но и клюв, и ноги ворона черные. Причем самочка точно такая же, только чуть поменьше. Причем отношения у них серьезные, долгосрочные, до того момента, если не дай бог что-нибудь с одним из них не случится. Давайте поговорим о них. К размножению вороны приступают зимой, когда земля еще покрыта снегом. Акту вечной любви предшествуют замысловатые брачные полеты. В воздухе вороны выполняют сложные маневры, аналогичные авиационным фигурам пилотажа. Кроме воздушных кульбитов, самец ходит перед самочкой с важным видом. Ну а уже сложившуюся пару символизирует обоюдная чистка перьев, что напоминает груминг приматов. Гнездо вороны строят на деревьях и скалистых уступах, а также на разнообразных сооружениях, которые своим положением и формой могут напоминать эти уступы. Одно условие, чтобы никто до него не добрался. При выполнении всех этих условий самочка откладывает яйца. Количество яиц в кладке варьируется от 1 до 8. Птенцы появляются на свет асинхронно, то есть с промежутком в день-два. Так же, кстати, как и у полярной совы. При вылуплении воронята покрыты густым бурым пухом на голове и спине. Первые 1-2 недели самка неотлучно находится в гнезде, согревая выводок. Добычей корма занимается отец. В дальнейшем оба родителя выкармливают птенцов. В возрасте до 7 недель птенцы начинают летать, однако еще длительное время держатся возле родителей. Окончательно покидают отчий дом они примерно в год-полтора. Продолжительность жизни ворона в дикой природе составляет около 15 лет. В неволе они могут прожить значительно дольше. И все это время вороны вынуждены добывать себе пищу. Об этом, дорогие друзья, поговорим поподробнее. Это очень интересно, нюансов много. Ворон – это осторожная, выжидающая птица. Перед взлетом он делает несколько прыжков, как бы оценивая ситуацию и траекторию полета. Он обладает недюжим терпением. Если ожидание перед принятием решения может дать больше, чем какое-либо действие, ворон будет ждать. Терпение его исчисляется в минутах, позволяя демонстрировать эту способность на уровне обезьян. А далее начинаются маневры и фигуры высшего пилотажа. В поисках корма ворон способен подолгу парить в воздухе, что отличает его от других врановых птиц. Добывая пропитание, ворон иногда проявляет удивительную находчивость, не свойственную для других видов птиц. Например, он не уступает песцу по ловкости добывания гусиных яиц. Вместо самостоятельной охоты он может терпеливо наблюдать, как полярная лисичка разоряет очередное гнездо и прячет излишки про запас, после чего быстро их экспроприирует. У воронов очень развита вокализация. Вороны издают особые призывные звуки, которые привлекают других птиц. Эти звуки отличаются от их обычного карканья. Они более ритмичные или протяжные. Исследования показывают, что вороны могут модулировать вокализацию в зависимости от контекста. Чем больше пищи, тем более настойчиво они зовут сородичей. Вороны иногда танцуют или активно перемещаются вокруг найденной пищи, чтобы показать ее наличие. Это особенно заметно, если добыча большая
Они могут подлетать к ближайшим сородичам, привлекая внимание к себе и еде. Если вороны знают, что поблизости есть добыча, они могут намеренно кружить вокруг нее, издавая характерные звуки. Другие вороны распознают этот сигнал и присоединяются к поискам. Другие врановые, такие как галки или грачи, также могут собираться вокруг источников пищи, но их поведение менее индивидуализировано и больше зависит от случайного обнаружения пищи другими членами стаи. У воронов же наблюдается целенаправленное привлечение определенных партнеров. Вороны могут приглашать именно тех особей, с которыми у них установились доверительные отношения. Это укрепляет их социальные связи. Например, вороны часто зовут на пир своих друзей. А еще они нередко следуют за стадами оленей, стаями волков и сопровождают кочевников. И не просто так. Ворон буквально связывает свою жизнь практически с любыми охотниками на крупную дичь. С белыми медведями, бурыми, волками, койотами, людьми. Это удивительный пример природного сотрудничества между хищниками и птицами. Это взаимодействие часто называют экологическим альянсом, который выгоден для обеих сторон. Вороны, благодаря своей остроте зрения и способности парить на больших высотах, первыми замечают добычу или угрозу. Их поведение и крики могут сигнализировать волкам, где искать пищу или быть настороже. Вороны следуют за белыми медведями в их странствованиях по ледяному припаю и питаются остатками тюленей, убитых ими. В отличие от ворон и соек, крылья у ворона длинные и узкие, что характерно для многих перелетных птиц. Хотя ворон и не мигрирует, он, видимо, приспособлен для дальних перелетов, что совершенно необходимо для поисков падали, разбросанной по большим пространствам. Вороны обладают острым зрением, интеллектом и умением находить падаль или добычу. Они часто сопровождают волчьи стаи, чтобы воспользоваться их охотничьими навыками. Интеллект воронов позволяет им осознавать выгоду от сопровождения волчьих стай. Вместо того, чтобы самим рисковать, охотясь или добывая падаль, они получают пищу, наблюдая за волками. Волки делают основную работу по добыче пищи, а вороны получают ее без существенных усилий. Также вороны помогают волкам в ответ. Волки следуют за воронами, которые кружат над добычей, особенно в снежных регионах или густых лесах, где визуально сложнее найти еду. Во время охоты вороны могут следить за движением оленей и лося, предупреждая волков своими криками о местонахождении животных, которые могли бы убежать. Такое поведение особенно полезно для волков, когда стая охотится на крупных копытных. Есть еще кое-что. Большой клюв ворона великолепно приспособлен для того, чтобы сдирать мясо с костей и выклевывать его из щелей скелета. А немалый вес ворона не только обеспечивает ему верх над другими птицами у туши, но и позволяет с безопасностью для жизни голодать относительно долго, когда добывать корм почти негде. Но не лютыми зимами, когда мясо животных промерзает и клюв уже не способен справиться. Тут начинает работать обратная сторона медали. У воронов есть особая манера приглашать разделить трапезу, в отличие от других врановых, и не только своих крылатых братьев, но особей покрупнее и позубастее. Вороны начинают звать на помощь своих серых товарищей. Своим поведением, полетами, криками они привлекают волков к этим объектам. Зимой долго ждать не надо. Вороны кричат «Корм!» и голодные волки откликаются и бегут помогать. Прибегая на пиршество, разрывают замерзшую плоть, и вороны получают доступ к пище, к которой сами не смогли бы добраться. Кстати, не только так делают вороны. Знаменитым примером того же служит и африканский медоуказчик. Маленькая птичка, питающаяся медом и личинками диких пчел. Медоносные пчелы устраивают гнезда в дуплах, а иногда в земле, куда эта птичка со слабым клювом, хотя она и состоит в родстве с дятлами, добраться не может. Найдя пчелиное гнездо, медоуказчик разыскивает медоеда или другого любителя меда и громкими трещащими звуками подманивает этих хищников к нужному дереву. Хищники вскрывают пчелиное гнездо, а когда они уходят, птичка пирует на остатках. Такой симбиоз иллюстрирует, как разные виды
могут объединяться для выживания в сложных условиях, используя свои уникальные способности. Ворон, помимо этого, универсальный солдат, который одинаково хорошо занимается собирательством, ловит грызунов и птиц и отнимает еду у удачливых, но слабых по сравнению с ним конкурентов. И, конечно, вороны с давних времен тяготеют к человеку, к этому самому главному хищнику из хищников. Инуиты, эскимосы и другие аборигены Арктики узнают о возвращении северных оленей в тундру по воронам, которые следуют за стадами и кормятся остатками волчьей добычи и павших животных. Первобытные охотники оставили нам мало свидетельств, но было бы удивительно, если бы ворон не сопутствовал им. Ворон присутствовал при том, как наши далекие предки загоняли добычу, не спускал с них глаз и следовал за ними, когда они возвращались на стойбище под обрывом. Даже теперь на Дальнем Севере, где люди все еще живут охотой, вороны часто навещают селения. Ворон все еще остается спутником людей, разыскивая корм на свалках, представляющих собой современный аналог остатков охотничьей добычи. Ворон занял видное место в мифологии северных народов как в Старом, так и в Новом Свете. В скандинавских легендах Один, верховный бог, появлялся с двумя воронами на плечах. Это были Хугин, думающий, и Мунин, помнящий. И с рассветом он посылал их в разные концы земли, на разведку. Вечером они возвращались и нашептывали ему на ухо тайны, которые успели узнать. В Древней Ирландии по крику ворона определяли грядущие события, и в ирландском языке до сих пор сохраняется выражение «познание ворона», означающее видеть и знать все. Умение летать и словоохотливость ворона, несомненно, достигали апогея, когда викинги устремлялись в битву. Ворон был птицей битв, и, насколько известно, боевым знаменем викингов служило изображение священного ворона. Он же украшал штандарт Вильгельма Завоевателя. Викинги радовались, что их сопровождают вороны, хотя на самом деле все сводилось к смекалке и приспособляемости птиц, которые следовали за викингами по той же причине, по какой в наши дни они сопровождают волков во время миграции к Карибу в поисках корма. Викинги почитали ворона, но те, кто подвергался их набегам, страшились больших черных птиц. Привычные ассоциации ворона со смертью породили убеждение, будто эти птицы способны предсказывать смерть. И хриплое карканье воронов считалось знамением беды повсюду в Европе. Бесспорно, вороны кричат после чьей-то заинтересовавшей их смерти. Хотя в мифологиях американских аборигенов ворон никогда не бывает носителем зла. Он часто выступает плутоватым шутником. Например, ворон придумал комаров, чтобы досадить людям. Для других коренных народов Северной Америки ворон – это творец мира, приносящий пользу. Например, у народов Тлинкит ворон создает солнце, луну и звезды. В инуитской легенде ворон сотворил свет, подбрасывая в воздух сверкающие обломки слюды, и так возник Млечный Путь. Для ворона бога люди – это часть зверинца, которую он создал себе на забаву. Сначала он сотворил людей из камня, но они оказались слишком уж прочными, и он использовал пыль, чтобы сделать их смертными, какими они и остаются по сей день. У каюконов и других северных аборигенов убийство ворона запрещено, а если ворон попадает в ловушку, его полагается отпустить на волю, объяснив, что никто нарочно его не ловил. И на Руси ворон почитался за птицу серьезную, вещую, ведь он был внуком самого Стрибога, повелителя ветров, и мог на своих крыльях переносить не только бури, но и живую и мертвую воду. Ворон сопровождал волхвов и делился с ними мудростью, через него находили ворота к сверхъестественному. Ворон ведал неузнаваемые тайны о мироздании и был хранителем всех законов магии. Черный ворон, что ты вьешься над моею головою? Ты добычи не добьешься. Черный ворон, я не твой. Вороны часто появляются в стихах и рассказах, как предвестники трагедии или символом смерти.
иногда выступая в роли мудрого советчика или вестника, связывающего мир людей с чем-то потусторонним. Черный ворон – универсальный символ, который может быть как предвестником беды, так и олицетворением мудрости. Его образы в культуре многогранны и продолжают вдохновлять на новые интерпретации, связывая мир природы с человеческим восприятием. Тем не менее, врановых на протяжении веков целенаправленно уничтожают, считая их вредителями, не сильно рассматривая, ворона это или ворон. Во всех цивилизованных странах он был в целых областях полностью истреблен при помощи отравленных приманок, ружей и разорения гнезд. Но не всех и не всегда. Мы поговорим о баловнях судьбы, тауэрских воронах. По преданию, воронов в Тауэре держали и обеспечивали им надлежащий уход в царствование Карла II. До этого воронов в этом районе было много повсюду, и после Великого Лондонского пожара 1666 года пищи для них было вдоволь, так как власти не справлялись с расчисткой развалин. Они сильно размножились и стали такими назойливыми, что лондонцы обратились к королю с прошением избавиться от них. Однако один из колдунов-ясновидцев объявил королю, что если он уничтожит всех воронов в Тауэре, на Англию обрушится большое несчастье, и его собственный дворец рассыплется в прах, и корона падет. Люди всегда во все времена были суеверными, особенно те, которым было что терять. И король, не желая искушать судьбу, решил сохранить 6 воронов и создал должность смотрителя, ухаживающего за ними. Сбылась голубая мечта Врановых. Возможно, сработал план подкупа ясновидца воронами. Так или иначе, жизнь удалась, и зажили они припеваючи. Шли годы, сменялись сытые таурские вороновые поколения, и как будто бы и ничего не предвещало для баловней судьбы беды. Но во время Второй мировой войны бомбардировки Лондона пережил только один из воронов. Поэтому премьер-министр Уинстон Черчилль дал специальное распоряжение – восстановить количество птиц. С того момента вороны были официально зачислены в ряды королевской армии. Хотя стоит заметить, человеческая должность – это хорошо, но появилась и ответственность. Теперь их могли разжаловать за неприемлемое поведение и заменить более прилежным вороном. Например, ворон Джордж лишился должности при дворе и был сослан в Уэльс за нападение и уничтожение телевизионных антенн. По поводу этого инцидента был издан специальный указ. Так что ешь, спи, хлопай глазами, но никаких излишеств. Все как у людей. Есть еще одна интересная история о них. Мы привыкли, что на соколиной охоте в качестве ловчих птиц используют беркута, сокола или ястреба. Но в средние века в этом качестве весьма умело использовали филинов и воронов. В средневековье уделом знати была охота с ловчими соколами. Причем знать меньше всего интересовали результаты полевых заездов. Охота с птицами была одним из развлечений эстетствующих бездельников. Простолюдинам же за использование ловчих птиц на охоте, а также просто за их отлов, грозило весьма серьезное наказание. Однако традиционно к ловчим птицам относили только соколов, кречета, сапсана и балабана, орлов, беркута и могильника, ястребов, тетеревятника и перепелятника. Ни одна из сов, а тем более вороны, к ловчим птицам не относились. Средние слои населения и даже крестьяне этим активно пользовались. Они брали из гнезд птенцов упомянутых птиц, вынашивали их по всем правилам выноски ловчих. Выноска – это дрессировка птицы для охоты, и использовали на охоте. Ведь ворон – птица не глупая. Еще ворон может общаться жестами. Он берет в клюв предмет рядом с собой и начинает активно показывать его собратьям. Те в первую очередь обращают внимание на предмет, а потом переводят внимание на владельца предмета. Это похоже на привлечение внимания, как у маленьких детей. И это еще что? Социальное поведение воронов помогло им формировать сложные иерархические группы и развивать навыки общения. Высокий уровень интеллекта стал важным фактором эволюционного успеха воронов. Они способны решать сложные задачи, использовать инструменты, запоминать лица и события. Это одни из самых умных птиц, а их интеллект сравним с некоторыми млекопитающими. Они демонстрируют сложное поведение, которое включает использование инструментов, обучение через наблюдение, решение задач и даже элементы социальной стратегии.
Исследования подтвердили, что вороны обладают долговременной памятью и могут обучать своих сородичей. Вороны способны имитировать звуки, включая голоса других животных и даже человеческую речь. Это наблюдается в дикой природе и в неволе. А еще черные вороны способны осознавать себя в зеркале. Это редкое когнитивное умение, которое есть только у очень умных животных, такие как дельфины, слоны, обезьяны и некоторые птицы. Хотя это касается всех врановых в том числе. И несмотря на то, что на данный момент черному ворону исчезновение не грозит, есть факторы, которые могут повлиять на локальные популяции. Уничтожение лесов, загрязнение, урбанизация могут сокращать традиционные места обитания. Вороны часто считаются вредителями из-за их привычки разорять сельскохозяйственные угодья, воровать яйца и охотиться на мелких животных. В некоторых регионах их наряду с воронами отстреливают или травят, что может негативно сказаться на их численности. Люди не осознают, что вороны играют свою роль в экосистемах. Они питаются плодами и орехами, распространяя семена, способствуют росту растений, контролируют численность мелких животных и насекомых, поддерживая баланс экосистемы. Как падальщики, вороны утилизируют туши животных, помогая предотвращать распространение болезней. Участвуют в сложных экологических связях, например, в симбиозе с волками или влияние на поведение других хищников. Благодаря своей адаптации и чувствительности к изменениям окружающей среды, вороны могут служить индикатором экологического состояния региона. Черные вороны – важный элемент экосистемы, способствующий ее устойчивости и балансу. Несмотря на локальные угрозы, их глобальная популяция остается стабильной. Однако сохранение биоразнообразия и устойчивых экосистем также важно для долгосрочного процветания этого уникального и умного вида. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.